Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, ребята! Послушайте рассказ, который называется «Клякса». Я расскажу вам про Федю Рыбкина. О том, как он насмешил весь класс. У него была привычка смешить ребят. Ему было все равно, перемена сейчас или урок. Так вот, началось это с того, что Федя подрался с Гришей Копейкиным из-за флакончика туши. Только если сказать по правде, то никакой драки тут не было. Никто никого не бил, они просто вырывали друг у друга флакончик, а тушь из него выплеснулась. И одна капля попала Феде на лоб. От этого на лбу у него получилась черная клякса величиной с пятак. Сначала Федя рассердился, а потом он увидел, что ребята смеются, глядя на него кляксу, и решил, что это даже лучше, и не стал смывать кляксу. Скоро зазвонил звонок, пришла Зинаида Ивановна, и начался урок. Все ребята оглядывались на Федю и потихоньку смеялись над его кляксой. Феде очень нравилось, что он одним своим видом может смешить ребят. Он нарочно сунул палец во флакончик и измазал нос тушью. Тут уж никто без смеха не мог на него смотреть. В классе стало шумно. Зинаида Ивановна сначала никак не могла понять, в чем дело, но скоро заметила Федину кляксу и даже остановилась от удивления. «Это ты чем лицо испачкал? Тушью?» – спросила она. «Ага», – кивнул головой Федя. «А какой тушью? Этой?» Зинаида Ивановна показала на флакончик, который стоял на парте. «Этой», – подтвердил Федя. Рот его разъехался, чуть ли не до ушей. Зинаида Ивановна надела на нос очки и серьезным видом осмотрела черные пятна на лице Феди, после чего сокрушенно покачала головой. «Напрасно ты это сделал, напрасно!» «А что?» – забеспокоился Федя. «Да видишь ли, тушь это химическая, ядовитая, она разъедает кожу, от этого кожа сперва начинает чесаться, потом на ней вскакивают волдыри, а потом уж по всему лицу идут лишаи и ясочки». Федя перепугался, лицо у него вытянулось, рот сам собой открылся. «Я больше не буду мазаться тушью», – пролепетал он. «Да уж думаю, что больше не будешь», – усмехнулась Зинаида Ивановна и продолжала урок. Федя поскорее принялся стирать пятна туши носовым платком, потом повернул свое испуганное лицо к Грише Копейкину, спросил: «Есть?» «Есть», – шепотом сказал Гриша. Федя снова принялся тереть лицо, тер и платком, и промокашкой, но черные пятна глубоко въелись в кожу и не стирались. Гриша протянул Феде ластик и сказал: «На вот, это хорошая чернильная резинка, потри, попробуй. Если она тебе не поможет, то пиши пропало». Федя принялся тереть лицо чернильной резинкой, но и это не помогло. Тогда он решил сбегать умыться и поднял руку, но Зинаида Ивановна будто нарочно не замечала его. Он то вставал, то садился, то приподнимался на цыпочки. Стараясь вытянуть руку как можно выше, наконец Зинаида Ивановна спросила, что ему нужно. «Разрешите пойти умыться?» – попросил жалобным голосом Федя. «А что, уже чешется лицо?» «Нет», – замялся Федя, – «кажется, еще не чешется». «Ну тогда посиди, на переменке успеешь умыться». Федя сел на место и снова принялся тереть лицо с промокашкой. «Чешется?» – озабоченно спрашивал Гриша. «Нет, кажется, не чешется». «Нет, не чешется. Не разберу, чешется или не чешется. Кажется, уже чешется. Ну-ка посмотри, нет еще волдырей?» «Волдырей еще нет, а вокруг уже все покраснело», – шепотом сказал Гриша. «Покраснело?» – испугался Федя. «Отчего же покраснело? Может быть, уже волдыри начинают или язвочки?» Федя снова стал поднимать руку и просить Зинаиду Ивановну отпустить его умыться. «Чешется?» – хмыкнул он. Теперь ему было не до смеха, и Зинаида Ивановна громко говорила: «Ничего, пусть почешется. Зато в другой раз не станешь мазать лицо, чем попало».
Федя сидел как на иголках и все время хватался за лицо руками. Ему стало казаться, что лицо на самом деле стало чесаться, а на месте пятен уже начинают сдуваться шишки. «Ты лучше не три», — посоветовал ему Гриша. Наконец прозвенел звонок. Федя первым выскочил из класса и во всю прыть побежал к умывальнику. Там он всю перемену тер лицо мылом, а весь класс над ним потешался. Наконец он начисто оттер пятна туши и целую неделю после того ходил серьезным. Все ждал, что на лице волдыри скочат, но волдыри так и не вскочили, а за эту неделю Федя даже разучился на уроках смеяться. Теперь смеется только на переменах, и то не всегда. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.